С того момента, как офицер полиции Алекс увидел грустную собаку, которая изо всех сил вцепилась в этот белый пакет, он должен был знать, что там находится, но поймать животное оказалось сложнее, чем он предполагал. В течение всего этого процесса он представлял, что находится в сумке, но никогда не мог предположить, чем это окажется. Это простое задание только что стало намного сложнее. Когда офицеру Алексу и помогавшему ему спасателю Виктору наконец удалось загнать странно себя ведущую собаку в угол и поймать ее, они смогли забрать у нее из пасти белый пакет, который все это время держала в зубах. Алекс был поражен тем, как сильно эта собака старалась забрать пакет с собой, даже несмотря на то, что это сильно замедляло ее бегство и не давало возможности укусить, чтобы защититься. Его любопытство к тому, что же там было, зашкаливало. Когда собака оказалась в целости и сохранности, Алекс наконец смог открыть сумку, и в тот момент, когда он увидел ее содержимое, он не смог удержаться от крика. Он не мог поверить в то, что только что нашел. Так что же было в белом пакете? Почему собака так заинтересовалась им, и как это могло так напугать полицейского? Офицер Алекс привык к тому, что звонящие преувеличивают, когда что-то не так, но он уже получил несколько сообщений о том, что в местном парке собака ведет себя странно. Поначалу он не слишком беспокоился и сказал всем, что служба контроля за животными справится с этим. Он не имел понятия, что это дело окажется непосильным даже для профессионалов. После 4-го звонка Алекс решил, что служба контроля за животными не слушает, и позвонил им сам. Он выяснил, что у них почти не было сотрудников. Все их машины были заняты на других вызовах, и был только один человек, который мог бы помочь. Но с правилами возникла проблема. Поскольку подбирать бездомных собак было опасно, сотрудники должны были ходить парами. В службе контроля за животными был только один человек, поэтому Алекс вызвался помочь. В любом случае, ему больше почти нечего было делать в тот день. Это решение стало началом одного из самых безумных дней в его карьере. Прежде чем они ушли, Алекс просмотрел записи всех телефонных звонков. Несколько человек упоминали, что собака рычала или скалила зубы, когда они пытались приблизиться, но никто не думал, что собака будет драться со спасателем. Это было не так уж и много. Алекс поручил это Виктору, но, возможно, это было ошибкой. Виктор впервые выходил на улицу без опытного специалиста по контролю за животными. Он был признателен Алексу за то, что тот вызвался помочь ему, но Алекс не был обучен обращаться с животными, которые были напуганы или агрессивны. Алекс не слишком волновался, возможно, ему следовало бы волноваться. Когда они прибыли в парк, им не потребовалось много времени, чтобы найти подходящее место. Вокруг уже собралась группа людей. Алекс и Виктор приготовились. Никто из них не знал, чего ожидать. Правда потрясла их и навсегда изменила их отношение к животным. Все прохожие старались держаться от собаки. Животное лежало на траве и тяжело дышало. На улице было солнечно, и Алекс не сразу понял, почему все говорили, что собака ведет себя странно. Он надел солнцезащитные очки и присмотрелся повнимательнее. Именно тогда он услышал это. Собака начала скулить и плакать. Шум становился все громче и громче, пока животное не завыло. Сначала Алекс подумал, что оно кусает воздух, но когда они подошли немного ближе, он заметил, что собака издает звуки, а затем кусает пакет ртом. Что было в пакете? Оказалось, что описание звонящего было верным. Как только Алекс и Виктор приблизились, собака оскалила зубы и приняла угрожающий вид. В конце концов она встала и стала наблюдать за ними. Алекс внезапно занервничал. Животное выглядело решительным, но не испуганным. Это должно было быть как-то связано с той сумкой. Руки Виктора дрожали, когда он собирал свое снаряжение. У него был шест для ловли собак с петлей на одном конце, чтобы поймать собаку. Но когда он протянул его, чтобы попытаться удержать животное, собака продолжала уворачиваться. После нескольких попыток собака рванулась прочь, затем обернулась и посмотрела на них. Виктор был сбит с толку и объяснил ситуацию Алексу. Большинство собак бросались на шест и пытались его укусить. Однако эта собака, очевидно, была слишком сосредоточена на том, чтобы удержать сумку. Казалось, что собаку специально обучили носить сумку с собой и защищать ее.
Алекс и Виктор никогда раньше не слышали о подобном. Алекс задумался о том, по каким причинам собака может захотеть удержать какой-то предмет. Была ли в сумке еда? Это была любимая игрушка? Собака плакала, значит, она, вероятно, была в бедственном положении или ранена. Он просто не мог понять, почему животное поставило сумку выше собственной безопасности. Алекс и Виктор обсудили все, что они успели заметить о собаке. Она не была похожа на бездомную. Очевидно, собаку хорошо кормили, и у нее была чистая шерсть, что делало ее больше похожей на домашнего питомца. Но, несмотря на то, что все люди стояли вокруг и наблюдали за происходящим, никто из них, похоже, не был владельцем. Виктор осмотрел парк и отметил, что там не так много мест, где можно загнать собаку в угол и поймать ее. Он по опыту знал, что если собака убежит, они никогда не смогут сравняться с ней в скорости. После еще пары минут мозгового штурма у них, наконец, появился план. Виктор предложил использовать прохожих, чтобы загнать собаку поближе. Вокруг было так много людей, что собака вряд ли смогла бы избежать встречи со всеми. Алекс созвал группу и рассказал им о плане. К счастью, почти все сразу согласились помочь. Виктор начал объяснять, куда пойдет каждый из них. Казалось, что это может сработать. К счастью, территория парка была ограждена и была довольно небольшая. Виктор подумал, что они могли бы загнать собаку в один из уголков парка, убедившись, что она не сможет убежать куда-нибудь еще. Если бы это был самый простой способ, собака, вероятно, последовала бы за ним. Но Виктор не был уверен. Эта собака сильно отличалась от других, которых он ловил раньше. Когда группа приступила к осуществлению плана, стало очевидно, что собака в замешательстве. Она зарычала на нескольких человек, но начала пятиться, как и планировал Виктор. И все же Алекс беспокоился о том, что произойдет, когда собаке больше некуда будет пойти в безопасном месте. Нападет ли она на них? В конце концов, им удалось загнать собаку в угол парка, где путь ей преграждала ограда. Виктор подошел ближе с шестом. Собака попыталась увернуться, но больше ей некуда было деться. Наконец, когда собака замерла и не могла принять решение о том, куда бежать, Виктор бросился на нее. Алекс и Виктор были потрясены тем, как быстро собака успокоилась. Вместо того, чтобы бороться с петлей на шее, собака, казалось, почти сдалась. Алекс мог сказать, что животное было измучено и, вероятно, нуждалось в воде, чтобы остыть. Но собака по-прежнему не выпускала пакет из пасти. Виктор вернулся к своей машине за клеткой для перевозки собаки. Он был уверен, что если никто не обратится с заявлением, кто-нибудь заинтересуется усыновлением животного. Оно было молодое и в хорошей форме. Но прежде чем посадить собаку в клетку, у нее пришлось забрать пакет. Виктор снова добрался до того места в парке, где собака лежала на траве, прижимая к себе свою драгоценную сумку. Собака все еще была там, казалось, что она даже не сдвинулась ни на дюйм. Животное было совершенно обессилено, и Алекс осторожно прижал ее голову к земле, ожидая, когда они сделают следующий шаг. Виктор испытывал смешанные чувства по поводу сложившейся ситуации. Конечно, это не то, что хотелось бы видеть животным в таком состоянии, но в то же время он понимал, что у них просто не было особого выбора. Он решил, что они должны уйти. Но потом он заметил, что собака так устала, что у нее вывалился язык изо рта. Не то чтобы это было чем-то необычным для собаки, когда ей нужно остыть. Что было удивительно, так это то, что пасть, наконец, открылась. Виктор сразу же подумал, что животное больше не держит пакет. И, присмотревшись, стало видно, что пакет свободно находится перед пастью собаки. Алекс и Виктор на мгновение встретились взглядами, после чего Виктор сказал Алексу, что он действительно должен быть уверен, что собака не сможет двинуться вперед. Теперь он медленно двинулся вперед, не сводя глаз с сумки. К сожалению, собака поняла, что происходит, и немедленно отреагировала. В мгновение ока собака снова начала двигаться, пытаясь дотянуться до пакета, который до этого был у нее во рту. Однако на этот раз она поняла, что больше не сможет туда добраться.
Почувствовав непреодолимую силу, животное начало по-настоящему сопротивляться Алексу и его палке. Но лая и кусания было недостаточно, чтобы собака выиграла эту схватку. Виктор тем временем пробрался к своему спутнику и животному, и через пару секунд ему удалось вырвать сумку. Теперь ему нужно было убедиться, что он ушел, сделав несколько шагов назад от этих двоих. Они дали собаке немного пространства и времени, чтобы она могла полностью восстановиться силой. Алексу пришлось некоторое время оставаться на земле в прежнем положении. Он с любопытством оглянулся через плечо, где Виктор открывал немного тяжелую сумку. Неужели они наконец-то раскроют удивительное содержимое сумки? В то же время Виктор задавался вопросом, достаточно ли он квалифицирован, чтобы справиться с этим. В сумке Виктор обнаружил большую коллекцию собачьих ошейников. Алекс закричал от восторга. Ошейники, казалось, были разных форм и размеров, что делало очевидным, что они принадлежали разным собакам. Ими явно пользовались, так как к некоторым из них все еще прилипала собачья шерсть. Что все это значило? Сцена, очевидно, вызвала у них много вопросов. Откуда взялись эти ошейники и как они оказались в пакете во рту у собаки? Почему это животное было так привязано к ним, защищая их ценой своей жизни? Чем больше Виктор думал обо всем этом, тем больше у него появлялось нехороших предчувствий по поводу сложившейся ситуации. Эти двое говорили о том, что они хорошо работают в команде, и оба, Виктор и Алекс, хотели докопаться до сути этого дела. Но сначала, по их мнению, они должны были отвезти собаку в ближайший приют. К этому моменту у бедного животного, казалось, больше не осталось сил. Было бы не так уж сложно перенести собаку к грузовику. И пока они пытались направить собаку в нужном направлении, Виктор впервые заметил, что на шее у животного тоже есть ошейник. Он быстро снял его, когда собака все еще удерживалась палкой Алекса. Виктор еще не подозревал, что это открытие в конечном итоге станет ключом к пониманию происходящего. Они отнесли собаку к грузовику и направились в сторону приюта для животных. По прибытии животное было быстро передано на попечение других хозяев. По выражению лица Виктора было ясно, что у него остались какие-то незаконченные дела, и поэтому его коллеги оставили их в покое. Теперь все внимание было сосредоточено на сумке, наполненной всевозможными ошейниками. Алекс спросил, есть ли свободная комната, и Виктор отвел его в одну из них. На большом столе они разложили все ошейники и начали рассматривать их один за другим. Виктору не потребовалось много времени, чтобы открыть, что, несмотря на то, что эти ошейники были очень разными, у них было несколько общих черт. Если на бирках для домашних животных обычно указано имя или адрес, то на этих ошейниках информации было очень мало. Все они содержали только номер. В конце концов, Виктор нашел все цифры от 1 до 26, и не поверите, на ошейнике собаки, которая несла сумку, был номер 27. «Ладно, это уже было настоящим открытием», — подумал Виктор. И все же это все, чего они добились, что вызвало еще большую путаницу. Означает ли это, что до этой собаки было 26 собак? Что с ними случилось? Почему же тогда на этой собаке были все ошейники? К счастью, у ошейников было еще кое-что общее. Похоже, на обратной стороне каждого из них был выгравирован какой-то код. Сначала Виктор не придал этому значению, но когда он обнаружил, что во всех тегах можно найти один и тот же шаблон, он понял, что на что-то наткнулся. Смог ли он распознать, что это было? Сначала нет, но быстрый поиск в интернете сразу же дал объяснение, которое он искал. Это не был какой-то пароль, коды на самом деле содержали координаты. Местоположение можно было найти на компьютере, и оно точно указывало на близлежащее место, прямо за городом. Виктор и Алекс были полны энтузиазма. Код, по-видимому, привел их в старый дом, который находился в некотором отдалении от других объектов недвижимости в этом районе. Что, черт возьми, здесь происходило? Было уже поздно, но Виктор был полон решимости не дожидаться ночи, чтобы получить ответы, которые он так отчаянно искал. Поэтому он снова надел на них ошейники, включая и на собаку-спасателя. С тяжелым сердцем Алекс объявил, что не сможет присоединиться к остальным участникам их поисков, а это означало, что Виктор снова остался совсем один.
Виктор в одиночку ехал 20 минут, прежде чем, наконец, добрался до дома. По дороге он кратко проинформировал свою команду о находках и своем текущем плане. На самом деле дом был в лучшем состоянии, чем можно было предположить по фотографиям в интернете, но он все равно очень скептически относился к тому, что могло происходить внутри. Виктор молча припарковал машину перед домом, взял пакет с ошейниками и направился к входной двери. Когда он позвонил в деревянную дверь, его сразу же встретил громкий лай множества собак. Одна из них подошла и прыгнула на окно рядом с дверью. Виктор, увидев ошейник собаки, вскоре после того, как пожилой мужчина открыл дверь, стоял растерянный. Какое-то время они стояли, глядя друг на друга. Оба мужчины были удивлены, потому что действительно узнали друг друга. Виктор знал этого человека по приюту, так как тот был там довольно частым гостем. Пожилой человек тоже не имел сомнений, они уже говорили друг с другом раньше. Виктор на секунду задумался над этим, в конце концов до него начало доходить. Этот человек всегда приходил в приют для пожилых животных. У него вошло в привычку забирать из приюта самых старых, больных и хрупких собак. Кроме того, пожилой мужчина рассказал ему, что забирал таких животных не только из дома Виктора, но и из других приютов в городе. Зачем ему это делать? По-видимому, пожилой человек был гением в том, что касалось возрождения вышедших на пенсию собак, и он утверждал, что может подарить им лучшие годы. Собака, на которой был ошейник номер 27, недавно убежала, объяснив это тем, что собака должно быть понюхать пакет, напомнив ей о своем старом друге, который, к сожалению, скончался. Когда собака уходила, она, вероятно, взяла пакет именно по этой причине. Мужчина был вне себя от радости, когда снова увидел свою сумку, так как в этих ошейниках хранились самые дорогие воспоминания. Виктору было приятно видеть старика таким жизнерадостным. Вскоре после этого Виктор ушел, поняв, что уже очень поздно. На следующее утро пожилой человек вернулся в приют, чтобы забрать свою собаку. Собака под номером 27, которая была очень рада снова видеть своего опекуна, была доставлена домой вместе с двумя другими новыми рыжими старыми собаками. Затем Виктор улыбнулся, потому что был уверен, что в последние годы жизни они будут в надежных руках.